Лунная соната Бетховена. История создания. Есть музыка, которая проникает глубоко в душу, обнажая самые сокровенные чувства. Одна из таких мелодий — лунная соната Людвига ван Бетховена. Ее звуки будто переносят нас в другое измерение, где время замирает, а каждый аккорд говорит о вечном. Эта соната больше, чем просто музыка. Это история любви и утраты, надежды и разочарования, отраженная в нотах. В первой части слышится тихая тоска одинокой души, вторая напоминает о светлых, но мимолетных мгновениях радости, а в третьей мы чувствуем бурю эмоций, которую невозможно остановить. Интересно, что сам Бетховен никогда не называл это произведение лунной сонатой. Этот романтический образ был придуман позже немецким поэтом и музыкальным критиком Людвигом Рильштабом. Он сравнил первую часть сонаты с лунным светом, который отражается на спокойной глади озера. Так и закрепилось это название, прочно связанное с ночными пейзажами и медитативным настроением, которое вызывает музыка. Лунная соната стала одной из самых узнаваемых классических композиций и оказала огромное влияние на последующее поколение композиторов. Ее необычная структура, начинающаяся с медленного вступления, что было нетипично для сонат того времени, создала новый стандарт в музыкальной форме. Сочетание глубокого личного трагизма и гениальной музыкальной структуры делают это произведение бессмертным. Лунная соната остается не только символом гениальности Бетховена, но и символом человеческой борьбы с самим собой, внутренними демонами и своей судьбой. Лунная соната Людвига ван Бетховена – одно из самых известных и любимых произведений классической музыки. Ее меланхоличные и мистические мотивы волнуют слушателей уже более 2 веков. Но как же возникла эта гениальная композиция, и что вдохновило великого композитора на ее написание? Бетховен сочинил сонату номер 14 в 1801 году, когда ему было 31 год, и он уже начал страдать от потери слуха, что стало для него глубокой личной трагедией. Тем не менее, именно в этот период он создал несколько своих самых выдающихся произведений. Соната была посвящена 17-летней ученице и, по слухам, возлюбленной Бетховена, графине Джульетте Гвичарди. Молодая женщина обладала природной музыкальностью, и их отношения, хотя и не увенчались браком, оказали на композитора значительное влияние. Сам Бетховен назвал произведение соната в стиле фантазии и посвятил его Джульетте в знак своей признательности и восхищения. История отношений Людвига ван Бетховена и Джульетты Гвичарди полна романтики, драмы и музыки, но также остается одной из загадок в жизни великого композитора. Эти отношения, несмотря на свою краткость, стали источником вдохновения для создания одного из величайших произведений – лунной сонаты. Давайте окунемся в эту историю и посмотрим, как судьбы 2 людей пересеклись в волнах музыкального гения и личных переживаний. Людвиг ван Бетховен познакомился с Джульеттой Гвичарди в 1800 году. На тот момент Джульетте было всего 16 лет. Она происходила из богатой аристократической семьи, которая недавно переехала в Вену. Оказавшись в центре музыкальной жизни столицы, молодая девушка быстро увлеклась культурной атмосферой и стремилась учиться музыке. По совету своего окружения, она стала брать уроки игры на фортепиано у самого Бетховена, который к тому времени уже зарекомендовал себя как один из лучших композиторов и виртуозов. Бетховен, тогда 30-летний композитор, был известен не только своими музыкальными талантами, но и сложным характером. Он был человеком глубоких чувств, страдавшим от частых эмоциональных кризисов. Когда он начал преподавать Джульетте, между ними возникла не просто профессиональная связь. Молодая графиня с ее юной красотой и живостью пробудила в композиторе сильные романтические чувства. Хотя сам Бетховен был поглощен своими чувствами, история их отношений остается окутанной тайной. Некоторые историки считают, что их связь не выходила за пределы платонических отношений учителя и ученицы, тогда как другие утверждают, что Бетховен был по-настоящему влюблен в Джульетту.
Однако есть факты, которые свидетельствуют о том, что композитор действительно питал к ней глубокие чувства. Одной из таких деталей стало посвящение ей сонаты номер 14, которая позднее станет известна как «Лунная соната». Бетховен был крайне застенчив в личной жизни и страдал от своего одиночества. Его невысокое происхождение, грубый внешний вид и вспыльчивый характер делали его малопривлекательным для венской аристократии. Тем не менее, Джульетта, как казалось, отвечала на его внимание. Он посвятил ей не только лунную сонату, но и письма, полные эмоций, в которых раскрывались его душевные переживания. Однако их романтическая история не продлилась долго. Джульетта, вероятно, видела в Бетховене скорее наставника и талантливого композитора, чем будущего мужа. Вскоре она обратила внимание на другого мужчину, австрийского композитора и аристократа, графа фон Галленберга, за которого впоследствии и вышла замуж. Бетховен, узнав о ее помолвке, был глубоко разочарован. Эта утрата больно ударила по сердцу композитора. По некоторым сведениям, именно эти события привели к обострению его депрессии. Он продолжал работать, но стал более замкнутым и мрачным. Потеря слуха, которая прогрессировала в эти годы, только усиливала его внутренние страдания. Несмотря на расставание, Джульетта Гвичарди навсегда осталась в жизни Бетховена через его музыку. Многие биографы утверждают, что она стала прообразом для его знаменитого посвящения бессмертной возлюбленной, которое он написал позже, хотя точная личность той женщины до сих пор остается загадкой. Посвященная ей лунная соната считается отражением тех сильных, но безответных чувств, которые испытывал Бетховен. Меланхолия первой части произведения, контраст с легкостью второй и бурная драматичность третьей, возможно, символизируют три стадии его отношений с Джульеттой: начало, надежду и неизбежную потерю. Для Бетховена этот роман стал еще одной чередой разочарований в личной жизни. Он никогда не женился, хотя еще несколько раз испытывал сильные чувства к женщинам. В конце концов, он посвятил себя полностью музыке, которая стала для него единственным источником утешения и выражения своих эмоций. История отношений Бетховена и Джульетты Гвичарди – это история о несбывшихся надеждах, о глубоких чувствах, которые так и не получили взаимности. Тем не менее, эти чувства нашли свое воплощение в бессмертной музыке, которая продолжает волновать сердца людей по всему миру. Бетховен доказал, что истинная любовь, даже если она не была взаимной, может создать нечто вечное, музыку, которая переживет столетия. Закройте глаза и дайте себе возможность услышать, как сердце Бетховена говорит с вами через века. Послушайте лунную сонату не просто как произведение классической музыки, а как крик души человека, ищущего утешения в мире, который его не понимал.